Привет, Арми. Вы видели фанкамы Саунчика D1 в Пусане, о которых все вдруг заговорили? Сначала фанаты не могли оторвать глаз от новой прически Тэхёна. Как только он появился в кадре, социальные сети взорвались от реакций. Его новый образ мгновенно стал одной из главных тем дня, и многие ARMY не могли оторвать от него глаз. Но затем внимание фанатов привлекло кое-что другое. По мере появления новых видеороликов и фотографий, зрители стали замечать Чингука неподалеку. Это не был драматичный момент, и он длился всего несколько секунд. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы вызвать бесконечные дискуссии в интернете. Фанаты начали пересматривать фанкамы, приближая изображение к каждой детали, задаваясь вопросом, не пропустили ли они что-то в первый раз. Было ли это просто восхищение новым образом участника группы? Или был какой-то маленький момент, скрытый на виду, который каждый интерпретирует по-своему? Пока выступление D1 в Пусане продолжает доминировать в обсуждениях фандома, неожиданным моментом стало то, что фанаты снова и снова пересматривают эти фанкамы. И чем внимательнее люди смотрят, тем больше у них возникает вопросов. Что сделало саундчек D1 в Пусане еще более интересным, так это то, как быстро развернулось обсуждение. То, что началось с восторга по поводу поразительной новой прически Тэхёна, вскоре переросло в гораздо более масштабную дискуссию в фан-сообществах. Каждая новая фотография, казалось, раскрывала новый ракурс, новое выражение лица, новую деталь, которую люди раньше не замечали. Фанаты, присутствовавшие на саундчеке, описывали атмосферу, наполненную предвкушением. После месяцев, проведенных за просмотром различных концепций, выступлений и публичных появлений, многие не ожидали увидеть Тэхёна с такими заметными изменениями. Новая прическа сразу же придала ему другой облик, создав свежий образ, который выделялся даже среди группы, известной постоянными изменениями. По мере распространения изображений в сети, комментарии посыпались со всех уголков фандома. Некоторые отмечали, насколько уверенно он выглядел. Другие говорили о том, как прическа подчеркивает черты, которые фанаты всегда ценили. В течение нескольких часов скриншоты, отредактированные фрагменты и сравнения бок о бок появились повсюду, превратив обычное появление на саундчеке в один из самых обсуждаемых моментов дня. Однако, несмотря на все внимание, окружавшее появление Тэхёна, другая деталь незаметно начала набирать обороты. Она не была анонсирована. Она не была частью выступления. Она даже не была главной темой большинства записей. Но как только фанаты начали это замечать, они не могли перестать говорить об этом. Причина была проста. Чем больше людей смотрели доступные фан-камеры, тем больше они обращали внимание на Чингука. Зрители начали пересматривать определенные клипы снова и снова, замедляя их покадрово, в поисках подсказок о том, что именно привлекло всеобщее внимание. Что делало обсуждение таким захватывающим, так это то, что ни один фанат, казалось, не интерпретировал этот момент одинаково. Некоторые считали, что люди слишком много внимания уделяют обычному взаимодействию. Другие утверждали, что в коротких реакциях, которыми делились в сети, было что-то необычайно искреннее. Неопределенность только подпитывала обсуждение. Вскоре внимание переключилось с самой прически на цепную реакцию, которую она, казалось, вызвала. Каждый новый загруженный ролик, казалось, порождал новую волну предположений. Фанаты сравнивали записи с разных ракурсов, надеясь найти дополнительный контекст. Некоторые сосредотачивались на языке тела, другие – на времени. Некоторые даже указывали на мельчайшие детали, которые большинство зрителей никогда бы не заметили, если бы не посмотрели видео несколько раз. И именно это многие фанаты и делали, смотрели несколько раз, а затем снова смотрели. Загадка не была основана на каком-либо драматическом событии. На самом деле, именно поэтому она казалась такой захватывающей. Момент казался достаточно обычным, чтобы быть реальным, и в то же время достаточно интересным, чтобы оставить место для бесконечных интерпретаций. С наступлением вечера обсуждения фанатов становились еще более эмоциональными. Многие давние поклонники размышляли о том, как некоторые моменты часто становятся запоминающимися не из-за того, что происходит явно, а из-за того, что остается необъясненным.
Это те моменты, которые остаются живыми в фандоме годами, всплывая на поверхность всякий раз, когда появляются новые фотографии или видео. День первого выступления в Пусане начинал ощущаться как один из таких моментов. Тем временем в сети продолжали появляться новые видео с фанатскими трансляциями, каждая из которых добавляла новый кусочек головоломки, которую, казалось, никто не мог полностью разгадать. Некоторые ролики предлагали более четкие кадры. Другие же порождали еще больше вопросов, чем ответов. Вместо того, чтобы положить конец спорам, каждая новая публикация, казалось, только разжигала их. Больше всего многих фанатов удивило, насколько естественно развернулась вся ситуация. Не было запланированного внимания, официального акцента и попыток создать вирусный момент. И все же каким-то образом сочетание потрясающего нового образа Тэхёна и реакции вокруг него создало именно это, вирусный момент, который, казалось, разрастался с каждым часом. По мере того, как обсуждения продолжали распространяться по всему миру. В социальных сетях фанаты начали задаваться вопросом, не раскроют ли будущие репетиции, выступления или закулисные кадры детали, которые они пропустили. Ведь если первое выступление в Пусане уже вызвало столько обсуждений еще до начала основного события, что же произойдет, когда появятся новые кадры? Этот вопрос оставался без ответа. Но, судя по растущему ажиотажу среди фанатов, многие уже готовились внимательно просматривать каждый новый клип, каждый новый ракурс и каждую новую секунду видео, на случай, если следующая часть истории все это время скрывалась там. По мере того, как ажиотаж вокруг первого выступления в Пусане продолжал расти, в фандоме начало происходить нечто неожиданное. Разговоры больше не были сосредоточены исключительно на новой прическе Тэхёна. Вместо этого фанаты оказались вовлечены в гораздо более глубокое обсуждение атмосферы всего саундчека и эмоций, скрытых в этих коротких, непринужденных моментах. Что делало фанатские видео такими захватывающими, так это их подлинность. В отличие от официальных выступлений, саундчеки часто позволяют увидеть небольшие, более естественные моменты. Нет резких переходов между кадрами, нет тщательно спланированного монтажа и нет сюжетной линии, указывающей зрителям, на чем следует сосредоточиться. Все разворачивается в реальном времени, позволяя фанатам заметить детали, которые иначе могли бы остаться незамеченными. Эта аутентичность стала движущей силой растущего интереса. По мере того, как все больше участников делились своими записями, зрители стали замечать, насколько изменилась энергия, когда Тэхён появлялся на экране. Его уверенность казалась непринужденной. Его движения выглядели расслабленными. Даже издалека многие фанаты чувствовали, что в тот день в его присутствии было что-то неоспоримо магнетическое. Новая прическа только усиливала это ощущение. Казалось, каждый ракурс по-разному это подчеркивал. В одном клипе солнечный свет идеально отражал текстуру волос. В другом движении волос усиливало общее визуальное воздействие. Фанаты описывали его как посвежевшего, уверенного и неожиданно притягательного. Однако, чем больше внимания получал Тэхён, тем чаще возникал еще один вопрос. Почему так много людей говорили о Чингуке? Ответ был непростым. Не было ни одного видеоролика, который бы все объяснил, ни одного очевидного момента, который бы разрешил дискуссию. Вместо этого бесчисленные мелкие наблюдения начали складываться в единое целое, создавая повествование, которое фанаты не могли перестать анализировать. Некоторые считали, что люди просто реагируют на обычное взаимодействие между давними друзьями и товарищами по команде. Другие чувствовали особую искренность, заметную в определенных моментах, которая выделяла их из бесчисленных предыдущих появлений. Из-за этой неопределенности разговор становился все более эмоциональным. Многие давние ARMY размышляли о том, как много изменилось за эти годы. Они вспоминали более ранние эпохи, старые выступления и моменты, которые когда-то казались незначительными, но в итоге стали незабываемыми фрагментами истории BTS. Первый день в Пусане начал вызывать те же чувства. Не потому, что кто-то точно знал, что произошло, а потому, что никто не знал. А иногда тайна создает более сильную эмоциональную связь, чем любая уверенность. Спустя несколько часов после окончания саундчека социальные сети были переполнены новыми видеороликами, замедленными клипами и реакциями фанатов.
Каждая публикация, казалось, вызывала тысячи комментариев за считанные минуты. Некоторые зрители настаивали, что заметили что-то важное. Другие оспаривали эти интерпретации. Обсуждение превратилось в цикл любопытства, который не показывал признаков замедления. Тем временем ожидание предстоящих выступлений продолжало нарастать. Фанаты начали задаваться вопросом, могут ли подобные моменты появиться во время будущих репетиций или концертов. Дадут ли новые кадры ответы? Раскроют ли дополнительные ракурсы детали, которые были упущены? Или же загадка будет просто расти с каждым новым появлением? Никто не знал. Но все знали, что Beyond D1 уже достигли чего-то замечательного. Простой саундчек превратился в одну из самых обсуждаемых тем в фандоме на данный момент. И где-то между незабываемым новым образом Тэхёна, широко обсуждаемыми реакциями Чингука и бесчисленными фанатскими видео, распространяющимися по интернету, начала формироваться история. История без четких ответов. История, движимая любопытством. История, которую фанаты все еще пытались понять. С наступлением ночи и появлением последних видеороликов в сети многие зрители снова и снова возвращались к тем же самым видео. Не потому, что ожидали увидеть что-то совершенно новое, а потому, что чувствовали, что полная картина еще не раскрыта. Чем больше они смотрели, тем больше им казалось, что чего-то не хватает, есть еще один ракурс, еще один момент, еще одна подсказка. И поскольку ожидалось появление новых кадров из Пусана, фанатов не покидало ощущение, что самая обсуждаемая часть этой истории, возможно, еще не произошла. Возможно, она ждет своего часа. В следующем видео с фанатской камеры, в следующем загруженном ролике или в следующий момент, который сначала никто не замечает, пока вдруг все не начинают об этом говорить. По мере того, как разворачивались события после первого дня в Пусане, обсуждение не утихало. Наоборот, оно, казалось, только набирало обороты. Новые клипы продолжали появляться из разных частей площадки, предлагая свежие взгляды на моменты, которые, как думали фанаты, они уже полностью проанализировали. Что делало ситуацию еще более интригующей, так это то, как каждый новый ракурс, казалось, рассказывал немного другую историю. Краткий взгляд, который казался незначительным на одной записи, внезапно становился гораздо более заметным на другой. Мелкие детали, которые раньше оставались незамеченными, теперь становились предметом долгих дискуссий в социальных сетях и фан-сообществах. Некоторые фанаты оставались убеждены, что весь этот разговор был просто результатом того, что люди уделяли повышенное внимание и без того захватывающему событию. В конце концов, саундчеки часто предоставляют редкую возможность увидеть участников BTS в более непринужденной обстановке. Другие же, однако, считали, что есть причина, по которой эти конкретные клипы продолжали привлекать столько внимания еще долго после того, как впервые появились в сети. Сама дискуссия стала частью увлечения. Вместо того, чтобы прийти к какому-либо выводу, фанаты, казалось, все больше интересовались сравнением точек зрения. Один человек указывал на деталь, которую другие упустили из виду. Другой предоставлял видео с другого ракурса. Вскоре из моментов, которые поначалу казались обычными, возникали совершенно новые дискуссии. Тем временем ажиотаж вокруг новой прически Тэхёна оставался таким же сильным, как и прежде. Модные аккаунты, фан-редакторы и создатели контента продолжали делиться фотографиями и подборками, демонстрирующими его внешний вид во время саундчека. Многие фанаты описывали этот образ как одно из самых запоминающихся преображений Тэхёна за последние годы, восхваляя уверенность и харизму, которые, казалось, он излучал. И все же, каким-то образом, каждый разговор о внешности Тэхёна в конечном итоге возвращался к одной и той же теме. Намеренно или нет, присутствие Чингука на фан-камерах продолжало подпитывать любопытство. Сочетание поразительных визуальных изменений Тэхёна и часто обсуждаемых реакций Чингука создало сюжетную линию, которую фанаты не могли игнорировать. По мере того, как нарастало ожидание следующих выступлений, многие ARMY стали внимательнее следить за происходящим, чем когда-либо прежде. Они ждали не только самих концертов.
Они наблюдали за небольшими моментами между выступлениями, за незапланированными взаимодействиями и деталями, которые часто становятся самыми запоминающимися моментами в истории фандома. И, возможно, именно поэтому первый концерт в Пусане привлек столько внимания. Дело было не в том, что кто-то нашел окончательный ответ. Дело было не в том, что произошло какое-то крупное событие. Дело в том, что этот момент оставлял место для воображения, интерпретации и любопытства. Пока что загадка оставалась неразгаданной. Но, поскольку ожидалось появление новых видеоматериалов и еще больше выступлений, фанаты точно знали одно – обсуждение первого концерта в Пусане еще далеко не закончено. На самом деле, многие считали, что эта неожиданная история только начинается.